Приветствую всех, с вами я, Игерим Жумадилова. Сегодня мы будем говорить о массаже лица. Но у меня клиент, то есть модель, она исходное положение поменяла. Мы здесь открыли зону лопатки, задняя поверхность шеи видно очень хорошо. Почему так? Потому что когда мы с лицом работаем, нужно учитывать разные возрастные изменения. В первую очередь укорачивается шейный отдел, а это связано с осанкой. И когда к нам приходят клиенты на коррекцию овала лица, я очень люблю свою запатентованную методику. Это глубокотканный лифтинг-массаж лица, шеи и головы. Видите, такое не короткое название. Поэтому мы работаем обязательно, прорабатывая зону лопатки. Здесь у нас есть мышцы, которые шнуруются сзади. То есть лопаточная зона, шилоподъязычная мышца, подъязычная мышца, мышцы, которые находятся на боковых поверхностях шеи, они все одним концом, не все, некоторые из них крепятся к лопатке. То есть лопатка, зона ключицы и плечевой сустав. Это на самом деле нужно рассматривать целостно. Поэтому зоны лица, когда работаем, обязательно нужно подключать лопаточную зону. Я здесь люблю применять сначала лимфодренаж, потом очень люблю работать с фасциальной техникой. Очень хорошо уходит холка. Если даже не полностью уходит, здесь уж нужно учитывать, клиент работает ли самостоятельно, физическая активность есть ли, правильно ли питается, да? Все эти моменты мы учитываем. Мы, мастера, уже до начала процедуры, анамнез, вопросы задаем, все для себя визуально, пальпаторно определяем. Я здесь вам покажу небольшую технику. Это у меня называется проработка задней фасциальной ленты, а именно зона лопаточная. Видите? Я немного разогрею вот так вот. Если холка, то она может на самом деле уменьшить можно зону холки, но у меня у клиента нет холки. И я перехожу на технику уплотнения с натяжением. Для того, чтобы проработать глубокие мышцы, здесь трапециевидная, ромбовидная мышца есть, вы начинаете массаж, в классическом массаже таки начинается с поверхностных мышц, с поглаживания, и дальше больше вы углубляемся. Проработала, видите, гиперемия? Так и должно быть. Точно так же и на лице, когда мы работаем разными массажными техниками, да, лицо краснеет, нужно еще учитывать тип кожи. И сливаю от холки, начиная прям в лимфатические каналы, сливаю. То же самое прорабатываю здесь. И потихоньку перехожу от трапеции к задней поверхности шеи. Такие техники очень хорошо убирают второй подбородок еще, но нужно начинать с задней поверхности шеи. На самом деле с этой зоной мы работаем долго. Это я на ролике немного так коротко показываю. Друзья, если вы хотите более подробно узнать, как работает с этой методикой, у меня есть курс глубокотканного лифтинг-массажа, где я показываю несколько техник в одной методике. И с диафрагмой работаем, и с мягкими тканями работаем, фасциальные приемы делаем. И завершаем массаж букальным массажем. Это проработка в ротовой полости. То есть такая анти-эйдж программа. Я оставлю ссылку в описании. Более подробно можете переходить, задавать вопросы. Я вам вышлю программу.
После этого приема можно смело переходить на сухожильный шлем головы. Здесь у нас крепятся мышцы, которые позволяют поворачивать головой. Налево, направо запрокидывайте или вниз спускать. Друзья, я сегодня показала очень краткий ролик. В следующих сериях постараемся еще глубже рассказать про возрастные изменения. В комментариях задавайте интересующие вопросы, ответим на них. Не прощаюсь с вами. С вами была Игорь Жумадилова. До скорых встреч!